По данным израильского телеканала Channel 12, Белый дом проинформировал израильскую сторону о том, что ядерные переговоры с Ираном фактически зашли в тупик. Тегеран не демонстрирует готовности принять ключевые требования администрации Дональда Трампа, включая полный отказ от ядерной программы и программы баллистических ракет. Помимо этого, США настаивают на прекращении экспорта иранской нефти в Китай, а также на сворачивании поддержки вооруженных формирований, которые Вашингтон и его союзники классифицируют как террористические. В Тегеране подобные условия расцениваются как попытка лишить страну стратегического сдерживания и подорвать основы национальной безопасности, что делает компромисс по этим пунктам маловероятным. На этом фоне переговоры, проходившие в Маскате, столице Омана, изначально вызывали скепсис участия экспертов. По их оценке, дипломатический процесс мог использоваться сторонами как инструмент затягивания времени. В первую очередь, для завершения военных и логистических приготовлений, а также для политической координации с союзниками. Издание Axios со ссылкой на источники в окружении президента США сообщает, что терпение Трампа на исходе. Один из его советников заявил, что вероятность начала военной операции против Ирана в ближайшие недели оценивается в 90%. При этом внутри американской администрации часть команды президента предостерегает от прямого вступления в войну, указывая на высокие риски масштабной региональной эскалации и непредсказуемые последствия. По оценке Axios, администрация США сейчас находится значительно ближе к крупному вооруженному конфликту на Ближнем Востоке, чем это воспринимается американским обществом. Потенциальная операция против Ирана, по словам источников, будет представлять собой не точечный удар, а развернутую военную кампанию продолжительностью не менее нескольких недель с задействованием авиации, флота и разведывательных возможностей. В Израиле развитие событий воспринимается как непосредственная угроза. Экстренным и спасательным службам отданы указания быть готовыми к военному сценарию. В системе национальной безопасности объявлена высшая степень готовности. Одновременно введены ограничения на публикацию информации о времени и месте заседаний военно-политического кабинета, посвященных иранскому направлению, что косвенно указывает на чувствительность момента. На фоне нарастающего давления с Запада глава МИД Ирана Аббас Аракчи, находящийся в Женеве для участия в непрямых ирано-американских консультациях, выступил на конференции ООН по разоружению. В своем заявлении он подчеркнул: «Либо мы уничтожим ядерное оружие, либо однажды оно уничтожит нас». Аракчи назвал ядерное оружие величайшей угрозой для человечества и заявил, что в доктрине национальной безопасности Ирана нет места ядерному вооружению. По его словам, Тегеран не стремится ни к производству, ни к приобретению ядерного оружия. При этом право на мирное использование ядерной энергии является неотъемлемым правом всех государств, участников ДНИАО, и не может быть поставлено в зависимость от политических условий. Одновременно иранский министр подверг критике подход США и ряда европейских стран, которые, по его утверждению, игнорируют угрозы международной безопасности, исходящие от Израиля, включая его ядерный арсенал, представляя при этом мирную ядерную программу Ирана как фактор дестабилизации. Параллельно фиксируется беспрецедентная по масштабам переброска американских сил в регион. За последние 2 суток, по данным открытых источников, США направили на Ближний Восток десятки истребителей F-16, F-22 и F-35, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, стратегические разведывательные платформы, а также около 40 самолетов-заправщиков, что указывает на подготовку к длительным воздушным операциям. Ключевым элементом этого развертывания становится атомная авианосная ударная группа USS Gerald R. Ford,
которая уже прошла у берегов Марокко и, как ожидается, в ближайшее время приблизится к Восточному Средиземноморью. Военные аналитики отмечают, что выход авианосца в зону оперативного дежурства может рассматриваться как финальный этап подготовки перед возможным началом силовой фазы. Президент США в своих заявлениях подчеркивает, что иранский режим, по его словам, является нестабильным и представляет угрозу не только для стран региона, но и для западных союзников, включая Великобританию. В Белом доме заявляют, что существует множество причин для удара по Ирану. При этом официально подчеркивается, что дипломатия остается предпочтительным вариантом, по крайней мере, до исчерпания всех возможностей. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что окончательное решение остается за президентом. По ее словам, Ирану было бы разумно заключить сделку, однако отсутствие прогресса и отказ от принятия обозначенных условий значительно повышают вероятность военного сценария. Ситуацию осложняет активность других глобальных игроков. Российский военно-морской флот принимает участие в совместных учениях с Ираном в Оманском заливе и Ормузском проливе. В ходе маневров иранская сторона впервые осуществила пуск новейшей зенитной ракеты «Сайяд-3G» с борта ракетного катамарана. Параллельно наблюдались очереди нефтяных танкеров у входа в Ормузский пролив, который временно закрывался в рамках учений, что подчеркивает уязвимость глобальных энергетических маршрутов. Китай также усиливает взаимодействие с Тегераном в сфере безопасности. По данным региональных источников, Пекин обеспокоен активностью израильских спецслужб на территории Ирана и расширяет сотрудничество в области контрразведки и защищенных систем связи. Фактически Китай подключается к противодействию внешнему разведывательному проникновению в иранскую стратегическую инфраструктуру. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон обозначил четкие красные линии в переговорах, главная из которых – недопущение получения Ираном ядерного оружия. По оценкам американских чиновников, перспективы достижения соглашения в ближайшее время остаются крайне низкими. Таким образом, дипломатия и военное давление развиваются параллельно. США и Израиль продолжают стратегию двойного трека, при которой переговоры сочетаются с демонстрацией силы. В условиях отсутствия компромиссов со стороны Тегерана вероятность военного столкновения продолжает расти, а потенциальные последствия такого конфликта могут выйти далеко за рамки Ближнего Востока, затронув глобальную безопасность, энергорынки и систему международных отношений. Пишите свое мнение в комментариях. Что вы думаете о текущей ситуации на Ближнем Востоке и возможной эскалации конфликта? Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые обновления и эксклюзивные аналитические материалы.